Дональд Трамп снова уверен в желании Ирана заключить сделку. Говорит, переговоры ведут, но кто сейчас лидер в Иране, не совсем понятно. США планируют увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены. В ООН призывают срочно открыть Ормузский пролив, а в Германии вступает в силу временное снижение налога на топливо. Первый за 7 лет рейс Майами-Каракас. Соединенные Штаты возобновили авиасообщение с Венесуэлой, но при этом призывают своих граждан быть осторожнее. Несмотря на заявление Трампа о выводе войск, американские военные проводят учения в Германии. Более того, внедряют опыт Украины. Около 300 российских спортсменов попали под санкции антидопингового агентства. Новое произведение Бэнкси. Скульптура появилась в центре Лондона. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран очень хочет заключить сделку, заявил снова Дональд Трамп. Но при этом добавил, кто в Тегеране сейчас лидер, не совсем понятно. Страна чувствует себя очень хорошо, несмотря на военную операцию. Я не называю это войной, потому что это военная операция. И, честно говоря, Иран очень хочет заключить сделку. Могу только это сказать, не хочу углубляться. Но у них не должно быть ядерного оружия. У них его нет. Их флот уничтожен. Их авиация уничтожена. Практически все их военное оборудование уничтожено. Их заводы по производству дронов уничтожены примерно на 82%, а ракетные заводы почти на 90%. Многие их ракеты были уничтожены. Мы уничтожили больше, чем они успели использовать. Это довольно поразительно. Они хотят заключить сделку. Но несмотря на то, что мы находимся в том, что некоторые называют войной, сегодня фондовый рынок достиг нового максимума. Индекс S и P взлетел. Когда у нас было 50 тысяч по Dow и 7 тысяч по S и P, я подумал, нам нужно что-то делать с Ираном. Они хотят получить ядерное оружие. Этого нельзя допустить. И мне было тяжело принимать это решение, потому что говорили, что 50 тысяч по Dow невозможно достичь за 4 года. А мы достигли этого в первый год. И 7 тысяч по S и P тоже считалось невозможным. Мы достигли этого к концу первого года. И тогда я сказал Кевину, извини, но нам нужно потушить пожар. А пожар — это Иран. Они хотят получить ядерное оружие. И если бы мы не использовали этот прекрасный самолет, бомбардировщик Би-2, он выглядит маленьким, но на самом деле он выглядит мощным. Но на самом деле он очень большой. Мы заказали еще 25 новых, обновленную версию, полностью произведенную в Америке. Если бы у нас не было этих Б-2, и мы не сделали то, что сделали, мы бы не уничтожили их ядерный потенциал. Если бы мы этого не сделали, это могло бы произойти раньше, при других президентах или другой стране. Это должно было быть сделано давно. Сейчас они в очень плохом состоянии, у них практически ничего нет, включая руководство. Их лидеры уничтожены. Сначала были лидеры первого уровня, потом второго, теперь уже третий. Посмотрим, что будет дальше. Это было удивительное время. Что касается Венесуэлы, у нас все отлично, мы тесно сотрудничаем. Они добывают больше нефти, чем за многие десятилетия, и зарабатывают больше. Это как совместное предприятие. Мы уже многократно окупили эту атаку. Она была короткой, менее 1 дня, фактически 45 минут. У них хорошая армия, но они этого не ожидали. Но когда ракеты возвращаются со скоростью 2500 миль в час на высоте 25 футов, понимаешь, это не то, на что рассчитывал. Плохо, в любом случае. Венесуэла — это было удивительно.
А сейчас мы делаем нечто похожее, но масштабнее. Ирану нельзя позволить иметь ядерное оружие. Их экономика рушится. Блокада очень мощная. Они не получают денег от нефти. Надеюсь, все скоро решится. Да. Похоже, Иран ведет себя очень упрямо. Переговоры застопорились. Вы не хотите ли нарушить перемирие? Я не знаю, что значит упрямство, потому что никто не знает, что происходит на переговорах, кроме меня и еще пары человек. Они очень хотят сделки. Проблема в том, что никто точно не знает, кто сейчас лидер. Лидеры уничтожены вместе с армией. Представьте, флот из 159 кораблей уничтожен. Все на дне, глубоко под водой. И знаете что? У Ирана не будет ядерного оружия, а цены на бензин снизятся, как только война закончится. Они упадут как камень. Ресурсов очень много. Они повсюду, буквально по всему миру, в океанах. И цены снизятся. Но чего точно не произойдет, это того, чтобы Иран получил ядерное оружие и применил его, потому что тогда весь мир станет совершенно другим. Что насчет того, что людям придется немного больше платить за бензин? Цены на бензин и нефть быстро снизятся, как только война закончится. Также Дональд Трамп похвалил американскую армию и в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО. Создание космических сил, думаю, станет одним из самых важных моих решений. Это уже видно даже по многим военным операциям, которые мы проводим сейчас. Если посмотреть на Венесуэлу или на разгром Ирана, который считался сильным и был хулиганом Ближнего Востока. Многое из этого стало возможным благодаря технологиям из космоса. Когда мы создали Space Force, я этим очень горжусь. Раньше мы были третьими. Китай — первый, Россия — вторая. Теперь мы их обогнали. Мы далеко впереди и Китая, и России. И мы приняли отличные решения. Первый руководитель Space Force был отличным, потом были еще несколько сильных руководителей. Это очень важно. Сейчас новый человек возглавляет структуру, и, думаю, у него есть шанс быть не хуже, а может, даже лучше. В целом, это направление оказалось крайне важным. Это важно для того, что мы делаем в разных регионах. А что касается мира, я остановил 8 войн. Люди пытаются это оспаривать. Но потом почти во всех случаях присылают письма с благодарностями. Даже в Нобелевский комитет. Мне это не важно. Мария была очень мила. Вручила мне Нобелевскую премию мира, сказав, что сама ее не заслуживает. Но я остановил все 8 войн, и в каждом случае премьер-министры или президенты писали мне письма благодарности. В случае с Индией и Пакистаном это был самый серьезный конфликт. Премьер-министр Пакистана сказал, что я спас от 30 до 50 миллионов жизней, а возможно и больше. 2 ядерные державы были на грани войны. Уже 11 самолетов были сбиты. Это была первая неделя очень серьезного конфликта. И я это остановил. Вы использовали тарифы, верно? Да, я делал это бесплатно. Все это время они торговали. Знаете, Кентукки — прекрасное место. Я там тоже выиграл с большим отрывом. Кентукки с бурбоном и Шотландия с виски. У них была торговля много лет, но с кучей ограничений, которые мало что давали. Это сильно мешало. Возможно, вы не знаете, но это торговля бочками. Используют бочки друг друга. Причем бочки можно использовать только один раз. Повторно нельзя. Но именно это улучшает вкус напитка. Я небольшой любитель алкоголя, но это делает продукт лучше. Они торговали годами, в основном Шотландия и Кентукки. Я снял все ограничения, чтобы они могли снова торговать. Сделал это в честь короля и королевы, которые только что уехали. Это было важно.
Они давно этого добивались. Вы говорили о возможном выводе войск из Германии. Рассматриваете ли вы то же самое для Испании и Италии? Они не всегда вас поддерживали. Почему бы и нет? Италия нам практически не помогала. Испания вообще ужасна. Дело даже не в том, что они против. Можно было бы сказать вежливо или как-то мягче. Но их отношение. При этом мы помогали им с Украиной. Они сделали из ситуации в Украине полный беспорядок. А мы им помогали. Украина для нас далеко. Нас разделяет океан. А для них это рядом, их граница. Байден дал им 350 миллиардов долларов. Это безумие. И это одна из причин, почему война затянулась. Но когда нам нужна была помощь, их не было. Это нужно помнить. Если будет серьезный конфликт, хотя с Ираном нам помощь не понадобилась. Мы справились сразу, с первого дня. Честно говоря, я даже просил их помочь. Просто чтобы посмотреть, согласятся ли. И во всех случаях они отказались участвовать. Это удивительно, потому что они используют Ормузский пролив, а мы — нет. Им он нужен, нам — нет. У нас достаточно нефти. И можно было ожидать, что они скажут: «Мы готовы помочь». Но этого не произошло. В Германии тоже проблемы: миграция, энергетика, все подряд. И у них серьезные проблемы из-за Украины. Они критиковали меня за действия против Ирана. Я спросил: «Вы хотите, чтобы у Ирана было ядерное оружие?» Он сказал: «Нет». Тогда я ответил: «Значит, я прав». У него не было ответа. Суть в том, что для мира, для нашей страны, для Израиля, для Ближнего Востока и Европы нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Если вы согласны с этим, значит, мои действия были выполнены идеально, потому что наша армия их разгромила. Израиль экстренно перебросил в Объединенные Арабские Эмираты новейшую лазерную систему противовоздушной обороны Ор-Эйтан. По данным издания Financial Times, речь идет о передаче технологии для усиления защиты от ракет и беспилотников на фоне растущей напряженности в регионе. Система использует направленный лазерный луч для перехвата целей в воздухе и рассматривается как более дешевая альтернатива традиционным ракетам-перехватчикам. Отмечается, что размещение комплекса в Объединенных Арабских Эмиратах может стать частью более широкой кооперации между странами в сфере безопасности. Эксперты считают, что такой шаг направлен на укрепление региональной системы ПВО и подготовку к возможным угрозам со стороны беспилотников и ракетных атак. Администрация Дональда Трампа рассматривает меры по срочному увеличению добычи нефти в США. Как заявил советник Белого дома Кевин Хассет, власти ведут переговоры с нефтяными компаниями и изучают возможность смягчения регулирования, чтобы снизить цены на топливо на фоне конфликта с Ираном. Да, цена на бензин, конечно, сейчас очень-очень высокая. Мы ожидаем, что это временное явление. Вы видели, что одним из побочных эффектов войны, который в долгосрочной перспективе окажет значительное положительное влияние, стало то, что ОАЭ вышли из ОПЕК, что фактически разрушает ОПЕК. Мы ожидаем, что проливы будут задействованы. И когда это произойдет, существует огромное количество избыточных мощностей, которые ОПЕК сдерживал, и они смогут выйти на рынок через Персидский залив. Таким образом, фьючерсные рынки уже показывают, что это временное явление и цены снизятся, но мы настроены даже более оптимистично, чем рынки, потому что начали учитывать факт выхода ОАЭ из ОПЕК. У них огромные резервные мощности, они могут сразу увеличить добычу до 100%, и это окажет значительное влияние на мировые цены на нефть. Да, мы постоянно на связи с нефтяными компаниями и рассматриваем меры, которые можем принять здесь, в США, чтобы очень скоро увеличить добычу нефти. Есть определенные регуляции, которые замедляют процесс.
Например, насколько быстро проекты могут проходить через этапы разработки месторождений или скважин. Мы изучаем, как можно изменить эти правила, и обсуждаем это с нефтяными компаниями. Мы добились значительного прогресса в увеличении энергетического производства. Мы использовали федеральные полномочия, чтобы возобновить работу действующей морской скважины у побережья Калифорнии, которую штат ранее закрыл, и сейчас она снова добывает нефть. Мы очень тесно работаем с производителями, чтобы минимизировать влияние сокращения добычи в Персидском заливе на США. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал немедленно открыть Ормузский пролив, предупредив о серьезных рисках для мировой экономики и поставок нефти, газа и продовольствия. По его словам, затяжная блокировка может привести к росту инфляции, снижению глобального роста и увеличению числа людей, оказавшихся в бедности и на грани голода. Мое послание всем сторонам ясно. Права и свободы судоходства должны быть немедленно восстановлены в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2817. Откройте пролив. Дайте всем судам проход. Позвольте мировой экономике снова дышать. Кризис на Ближнем Востоке вступает в 3-й месяц. Несмотря на хрупкое прекращение огня, последствия с каждым часом становятся все более серьезными. Я глубоко обеспокоен ограничением прав и свобод судоходства в районе Ормузского пролива. Это препятствует поставкам нефти, газа, удобрений и других критически важных товаров. Нарушает работу энергетических, транспортных, производственных и продовольственных рынков и душит мировую экономику. Сейчас время для диалога, для решений, которые позволят нам отступить от края пропасти, и для мер, которые откроют путь к миру. Мир ждет. Спасибо. С сегодняшнего дня в Германии вступает в силу временное снижение налога на топливо. Накануне на автозаправках в Берлине и Бонне автомобилисты выражали недовольство высокими ценами и сомнения в эффективности этой меры. Водители отмечают, что рост стоимости топлива уже стал серьезной финансовой нагрузкой, особенно для тех, кто ежедневно пользуется автомобилем или ведет бизнес, связанный с перевозками. Некоторые считают, что снижение налога не приведет к заметному удешевлению бензина, и основную выгоду получат нефтяные компании. Другие, напротив, рассчитывают на постепенное снижение цен и стараются отложить заправку или покупать минимальный объем топлива. Снижение налога будет действовать в течение мая и июня. Ожидается, что цены на бензин и дизель могут снизиться примерно на 17 евроцентов за литр. Мера направлена на смягчение последствий роста цен на энергоносители. Однако ее реальный эффект для потребителей еще предстоит оценить. В итоге это все равно переложат, снова корпорации будут зарабатывать. Сегодня это уйдет из моего кошелька или послезавтра. В любом случае деньги исчезнут. Я беру ровно столько бензина, сколько мне нужно, чтобы с завтрашнего дня, 1 мая, компенсировать то, что сейчас переплачиваю уже по более низкой цене. Это настоящая проблема. Настоящая проблема. И я не могу представить, что те деньги, которые с нас требуют, действительно необходимы, ведь мы знаем, что в других странах топливо поступает с тех же танкеров или с тех же перерабатывающих заводов. В этом смысле цены на топливо в Германии совершенно неправильные и сильно завышены. Я подожду и посмотрю, что будет дальше, и мне очень интересно, повлияет ли это на нас, как на потребителей. Пропалестинская флотилия, направлявшаяся в сектор Газа с гуманитарным грузом, была остановлена израильскими военными в международных водах к югу от греческого острова Крит. По словам организаторов, в составе миссии было более 50 судов. Греческие власти сообщили, что получили сигнал бедствия примерно в 60 морских милях к западу от Крита. Береговая охрана вышла на связь с судами. Однако капитаны заявили, что не находятся в опасности и не нуждаются в помощи. В рамках Координационного центра поиска и спасения греческой береговой охраны греческая береговая охрана немедленно отреагировала на сигнал бедствия, переданный судном флотилии в международных водах в 60 морских милях к западу от Крита. Судно береговой охраны немедленно направилось на место, и после связи по VHF с конкретным судном, а также с другими судами, капитаны заявили, что они не находятся ни в какой опасности, и что они не нуждались и не желали помощи греческих властей, поэтому греческие власти не могли предпринять никаких дальнейших действий. Активисты утверждают, что перед перехватом их суда преследовали беспилотники и военные корабли. По их словам, израильские военные поднимались на борт, повреждали оборудование и пытались заставить суда развернуться.
Прошлой ночью дроны начали нас преследовать в вечерние часы. Сначала маленькие дроны, потом они стали больше и многочисленнее. Затем пролетел вертолет. После этого с объекта они делали объявление другим лодкам флотилии, рядом с нами, примерно в миле от нас. Они говорили: «Разворачивайтесь, дайте нам забрать эту гуманитарную помощь». Но это невозможно. Это была вежливая угроза с их стороны. Они хотели, чтобы мы развернулись. Мы были в полумиле от них. На нашем левом фланге были лодки примерно в миле или полумиле от нас. Пока они атаковали их, мы быстро выключили наши огни. Мы начали идти к водам Укрита на полной скорости всю ночь. Атака... Дроны следовали за нами до утра, до 3 или 4 часов. Но мы не сдались, а мы продолжали на полной скорости. Мы действовали полностью профессионально, благодаря обучению, которое получили. Сейчас мы находимся в греческих водах. Атаки начались вчера в 10 часов вечера по местному времени. В 10 вечера по местному времени. Сначала мы начали слышать приближение многих дронов. Мы видели их, заметили их, и было более 20 дронов, приближающихся ко всей флотилии. Мы провели всю ночь до 6 утра сегодня, подвергаясь агрессивному преследованию со стороны разведывательных дронов, а также судов, израильских судов. Израильская сторона заявляет, что операция была направлена на предотвращение провокации и попытки прорвать морскую блокаду Газы. По данным израильского МИДа, задержаны около 175 активистов более чем с 20 судов. Еще одна провокационная флотилия была остановлена, не дойдя до нашего района. Наши отважные солдаты Цахал действуют профессионально и решительно, противодействуя группе одержимых жаждой внимания провокаторов. Флотилия вышла из Барселоны 15 апреля. Это уже не первая подобная миссия. Ранее попытки добраться до Газы также пресекались израильскими силами. Ситуация вновь привлекла внимание к вопросу гуманитарного доступа в сектор Газа и продолжающемуся противостоянию вокруг морской блокады региона. Спустя 7 лет Соединенные Штаты возобновили пассажирское авиасообщение с Венесуэлой. Первый рейс авиакомпании American Airlines вылетел из Майами в Каракас утром 30 апреля. Полеты будут выполняться ежедневно на региональных самолетах Embraer 175. С конца мая авиакомпания планирует увеличить частоту до 2 рейсов в день. Возобновление авиасообщения стало возможным после отмены запрета, действовавшего с 2019 года. Ранее власти США приостановили полеты из-за политической и экономической ситуации в Венесуэле. Перед отправлением самолета в аэропорту Майами прошла символическая церемония. Экипаж и сотрудники аэропорта демонстрировали флаги 2 стран, а пожарная служба приветствовала рейс водной аркой. Для меня это очень важно — быть на первом рейсе. Я сразу купил билеты, как только они появились. Я хочу прилететь в Каракас, Венесуэлу, навестить семью, познакомиться с племянниками, которых еще не видел. Ведь я не был в Венесуэле более 18 лет. Это огромное событие. Это показывает, что мы восстанавливаем отношения с Венесуэлой. Мы стараемся открыть дверь и создать условия для сотрудничества между американцами, американским бизнесом и венесуэльцами. По словам представителей США, восстановление авиасообщения рассматривается как шаг к нормализации отношений и развитию контактов между странами. Ожидается, что новые рейсы будут способствовать деловым, туристическим и гуманитарным поездкам. В то же время американские власти по-прежнему рекомендуют гражданам с осторожностью планировать поездки в Венесуэлу из-за сохраняющихся рисков безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил заключительный этап масштабных военных учений «Орион-26». Маневры проходят на северо-востоке страны и моделируют боевые действия высокой интенсивности. В учениях задействованы около 12,5 тысяч военнослужащих. Вместе с французской армией в них принимают участие подразделения 6 стран-союзников, включая Бельгию, Италию и Испанию. На полигоне Майи-Лекан Макрон наблюдал за действиями сухопутных войск и авиации. Военные продемонстрировали элементы управления войсками в условиях боя, а также операции с использованием ударных вертолетов. По сценарию подразделения отрабатывают действия в тылу противника при высокой плотности средств противовоздушной обороны. Для подавления угроз применяются беспилотники, запускаемые прямо с вертолетов. Эпизод, который мы вам покажем сегодня днем, продемонстрирует некоторые фазы высокоинтенсивного боя. Прежде всего важно рассмотреть управление, поскольку способность сохранять управление является ключевой. И именно на этом будет сосредоточена данная часть в этом командном пункте. Далее мы покажем, как используются вертолеты в условиях высокоинтенсивного боя.
Мы пригласим вас принять участие в вертолетном рейде, который по нашему сценарию проходит в тылу противника при высокой плотности угроз ПВО. Мы попытаемся противодействовать этим угрозам, сбрасывая дроны с вертолетов, чтобы запутать противника и нейтрализовать его системы ПВО. Далее мы сосредоточимся на артиллерии и рассмотрим различные средства, которые есть у сухопутных войск для нанесения ударов в глубину, а также сложность темпа работы артиллерии от обнаружения целей и их обработки с помощью инструментов искусственного интеллекта до назначения соответствующих орудий и минометов для поражения цели. Учения Orion-26 начались еще осенью прошлого года и охватили все этапы, от планирования до развертывания коалиционных сил. Их цель — проверить готовность армии к современным конфликтам. Эти учения продемонстрировали способность европейцев совместно развертывать операции такого масштаба и подтвердили роль Франции как ведущей страны в этом контексте. На мой взгляд, это посылает очень четкий сигнал нашим украинским партнерам, которые ожидают от нас действий в этом направлении, а также всем нашим европейским союзникам по оружию, которые знают, что могут присоединяться к таким миссиям и работать вместе с нами. Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, продолжайте бороться за то, чтобы Франция была державой, признанной своими союзниками и внушающей страх своим противникам. Наша армия за последние годы прошла глубокую модернизацию, как и все наши вооруженные силы. Я вместе с вами увидел новейшее оборудование, которое вы получили и которое продолжает поступать в соответствии с последовательными военными программами, а также дополнительное финансирование, которое сейчас обсуждается. Это было необходимо. Армия движется вперед, внедряет инновации, осваивает новое оборудование, адаптирует его и развивается сама. Я также это увидел. Далее мы увидели необходимость того, чтобы европейцы брали на себя больше ответственности за свою оборону и, следовательно, укрепляли совместимость, которую обеспечивает НАТО, но также добивались объединения других европейских армий вокруг нас и вместе с нами. На военном полигоне в Хоенфельсе в Германии проходят масштабные учения армии США. Более 3500 военнослужащих участвуют в маневрах Combined Resolve, одном из ключевых тренировочных циклов сил США в Европе. Главная особенность этих учений — массовое применение беспилотников. В воздухе одновременно могут находиться десятки дронов. Они ведут разведку, наносят условные удары и доставляют грузы. Военные говорят, характер современной войны стремительно меняется. На первый план выходят технологии, радиоэлектронная борьба и противодействие беспилотникам. Я думаю, тот факт, что мы здесь, показывает поддержку нашей страной НАТО и нашим союзникам. Мы выполняем миссию сдерживания, но также и миссию заверения. Мы здесь, чтобы сдерживать любую агрессию и одновременно поддерживать уверенность наших союзников и партнеров. И один из способов внести вклад — это развивать и демонстрировать боевую эффективность. У нас здесь порядка 600 дронов. Не все запускаются одновременно, но в любой момент в воздухе, вероятно, находится от 40 до 50 дронов. Они ведут разведку, наносят удары, доставляют грузы и выполняют множество других задач. С каждым разом команда на полигоне JMRC все лучше внедряет новые возможности и концепции, чтобы бригада могла вести бой так, как, по нашему мнению, придется на современном поле боя. По словам командования, это уже гонка технологий, где каждая сторона пытается опередить другую, как это происходит в реальных конфликтах, включая войну в Украине. Сейчас, по сути, происходит революция в военном деле. Широкое распространение дронов, использование радиоэлектронной борьбы и атак для формирования поля боя. Именно это мы внедряем в ходе этих учений. Это своего рода игра в кошки-мышки, как мы видим в Украине. Одна сторона разрабатывает новые возможности, другая создает контрмеры. Наша цель — опережать противника. По мере того, как подразделения прибывают сюда и получают более совершенные средства радиоэлектронного противодействия БПЛА, такие как антидроновые устройства и системы подавления сигналов, мы используем, например, FPV-дроны с оптоволоконным управлением, которые могут обходить некоторые виды подавления. Мы стремимся быть на шаг впереди. Для подготовки к боям в городской среде на полигоне создан имитированный город с участием актеров. Они играют роль мирных жителей. Учения проходят на фоне обсуждений будущего американского военного присутствия в Европе. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность трансатлантического партнерства, в то время как президент США Дональд Трамп заявил о возможном сокращении контингента. В Вашингтоне подчеркивают, главная цель — сдерживание потенциальной агрессии и поддержка союзников по НАТО. И, как показывают эти учения, будущие войны будут во многом определяться технологиями и тем, кто быстрее к ним адаптируется. В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым.
Кадыров доложил о положении дел в республике и работе региональных властей. Также обсуждалась предстоящая избирательная кампания. Голосование в Чеченской республике назначено на 20 сентября 2026 года и пройдет одновременно с выборами депутатов разных уровней. Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас под вашим руководством. Многое сделано в республике. Она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой результат, большой значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает. Мы не подведем вас, но если вы даете добро, то если народ изберет, то я дальше буду служить как пехотинец вам и не подведу вам. Знаю, Рамзан. Всего вам доброго. Успехов. Всемирное антидопинговое агентство объявило о завершении одного из крупнейших расследований в истории спорта. Операция под названием «ЛИМС» привела к более чем 300 санкциям в отношении российских спортсменов. По данным агентства, наказание получили 291 атлет. При этом некоторые из них были дисквалифицированы дважды за разные нарушения. Расследование основывалось на данных, полученных в 2019 году из Московской антидопинговой лаборатории. Всего было проанализировано около 24 терабайт информации. Президент агентства Витольд Банько назвал эту операцию самым успешным расследованием в истории антидопинга. Наибольшее количество нарушений выявлено в тяжелой атлетике и легкой атлетике. Однако всего в деле фигурируют представители 22 видов спорта. Российское антидопинговое агентство было признано несоответствующим требованиям еще в 2015 году после выявления системных нарушений. Позднее, в 2018 году, его условное восстановление позволило международным экспертам получить доступ к данным лаборатории, что и стало ключом к раскрытию сотен допинговых случаев. Во Всемирном антидопинговом агентстве подчеркнули, что все дела в рамках операции «ЛИМС» на сегодняшний день завершены. Однако последствия этого расследования еще долго будут влиять на мировой спорт. В центре Лондона, на площади Waterloo Place, появилось новое произведение уличного художника Бэнкси. Необычная скульптура изображает мужчину с закрытым лицом, который держит флаг и словно сходит с постамента. Инсталляция сразу привлекла внимание прохожих. Вокруг нее собрались десятки людей, многие фотографируют работу на телефоны. На самой скульптуре заметна подпись художника, что вызвало активное обсуждение в соцсетях. Позже авторство подтвердил сам Бэнкси, опубликовав изображение работы в своем аккаунте в Instagram. Появление новой работы снова подогрело интерес к творчеству художника, известного своими провокационными и социально значимыми произведениями. Пока неизвестно, как долго скульптура останется на месте. Однако уже сейчас она стала новой точкой притяжения для жителей и туристов британской столицы.